Это и есть та самая центральная концепция, которую мы сегодня разберем. Называется она «Горький урок ИИ». И суть ее, если коротко, в том, что наша помощь может оказаться, ну скажем так, медвежьей услугой. Так, давайте погрузимся в эту тему. Для начала разберемся, как сегодня работает большинство систем искусственного интеллекта. Дэвид Сильвер называет этот подход эрой человеческих данных. Ну то есть ИИ учится, просто поглощая все, что люди когда-либо написали. И вот тут-то и кроется фундаментальное ограничение. Человеческие знания — это, конечно, мощный старт, но одновременно они создают такой своего рода потолок, выше которого ИИ просто не может прыгнуть. Но потом случился настоящий прорыв с программой для игры в Go. Это, возможно, самая сложная настольная игра в мире. И вот этот прорыв указал на совершенно другой путь. Смотрите, оригинальная AlphaGo начинала с того, что изучала опыт людей-экспертов. А вот ее преемница, AlphaZero, пошла совершенно радикально другим путем. Вот именно это и означает ноль в названии AlphaZero. Ноль человеческого опыта на старте. Никаких подсказок, никаких готовых стратегий, вообще ничего. И вот ключевой момент. Оказалось, что отказ от человеческих знаний не просто сработал, он сделал искусственный интеллект значительно мощнее. Это и был тот самый горький урок в действии. И вот этот новый ИИ начал показывать такое мышление, которое людям было, попросту недоступно. Мы как будто увидели проблески нового нечеловеческого разума. Во время своего знаменитого матча AlphaGo сделала ход, который без преувеличения ошеломил весь мир. Только представьте, вероятность того, что человек, мастер игры в Go, хотя бы просто рассмотрит такой ход, оценивалась примерно как 1 к 10 тысячам. Этот ход был абсолютно чушь человеческой логики. И это был не просто хороший ход. Эксперты увидели в нем что-то другое. Проявление какого-то чуждого, но по-своему прекрасного творчества. Так как же это вообще работает? Все дело в очень мощном процессе, который называется обучением с подкреплением. Машина просто играет миллионы партий сама с собой и учится на последствиях своих действий. Получает условный плюсик за победу и избегает того, что ведет к поражению. Все. А теперь давайте посмотрим, как эта идея из простых игр перерастает в целую новую философию для искусственного интеллекта. И эта новая парадигма, она не ограничивается играми. Ее уже начали применять на одной из высочайших вершин человеческого интеллекта. Знакомьтесь, AlphaProof. Эта система берет тот же самый подход, что и AlphaZero, но применяет его к чистой математике. Она не знает, как люди доказывали теоремы. Она просто рассматривает математическую задачу как игру, в которой нужно найти выигрышную стратегию, то есть верное решение. И результаты уже просто невероятные. Система показала элитный уровень на самом престижном математическом соревновании для молодых умов в мире. Хорошо, так какой же главный вывод можно из всего этого сделать? Что это значит для нас? По сути, ключевая идея — это смена топлива для искусственного интеллекта. Мы переходим от конечного, ограниченного ресурса к ресурсу практически бесконечному. И речь здесь не просто о том, чтобы сделать ИИ чуточку лучше. Речь идет о создании инструментов, которые способны открывать принципиально новые знания, те, которых у человечества еще просто нет. Для первого профессионального игрока, проигравшего этому новому интеллекту, это был момент, который сломал его привычный мир, но одновременно открыл его для совершенно новых возможностей. И вот, наверное, главный вывод. Величайшие открытия могут ждать нас не там, где мы учим машины тому, что уже знаем сами, а там, где мы даем им свободу узнать то, чего мы даже не можем себе вообразить.